Друзья, привет! Это Фотофон 2.0. Сегодня у нас на обзоре, который уже стал какой-то такой визитной карточкой нашей, два фона, которые, кстати говоря, уже и не наши. Дело в том, что мы их купили. Да, это, кстати, фоны конкурентов. Мы их купили, и мы их уже вчера, 8 марта, кстати, всех девушек с праздником прошедшим, мы их вчера уже разыграли. Вот тут даже номерочки. Кстати, кто в Инстаграм не видел прямой эфир, посмотрите. Короче, вот здесь номерочки, это уже двух победителей. Разыграли их в прямом эфире, но там было условие, что поменяли условия, короче, в самом конце. И вот последний набор, вот этот, он был разыгран по-новому. Так, что, предлагаю их посмотреть, ну и порезюмировать, посравнивать с нашими фонами. Поэтому смотрите до конца, в этот раз будет интересно, потому что там есть металлические детали. Поехали! Ну что, поехали? Начнем специально с этого набора. Этот набор у нас на вкусненькое. Здесь ничего не звенит. Здесь, кстати говоря, коробка, просто взят большой лист коробки, который сложили и вот лишки не стали отрезать. Ну, то есть просто кусок какой был, такой был. Соответственно, роз штука. Может, розовая штука. Может еще что-то. Не важно. Давайте скрывать, давайте смотреть. В этот раз, я думаю, у нас все будет быстрее, потому что в прошлый раз видео очень долго было открытие, но этого и нельзя было не показать, потому что, я надеюсь, вы смотрите это видео не просто по фану, а еще смотрите, чтобы понять, что вам брать, какой фон брать. Поэтому, как вы поймете, если мы с этим сколько возимся, сколько же придется возиться человеку неопытному, да, не знающему этой подноготной. Итак, здесь, как я и сказал, да, просто был лист, просто сложен. Так, открываем. Ага, там уже вкусно, уже интересно. Здесь тоже раз, два. Раз, два. И открываем. Так, та-та-та-та. Это у нас Ярославль. Это ребята с Ярославля, знаю. Кстати, ну вот первый момент, на который хочется обратить внимание. Картон толстый, и вот эти уголки никак не спасут. То есть, если вы этот картон используете, да, тем более складывая его вот таким нестандартным способом, короче, никуда не годится вот этот уголок, потому что он не решит никакой задачи. Ну, это первое. Потом, как видите, да, я стараюсь всегда максимально подробно показать именно ту начинку, которую получите, кроме фотофона. Фотофон-то здорово всегда, но важно понимать, а что вы получили еще. Есть ли какие-то магниты, есть ли именно, да, то, что порадует душеньку вот в моменте, да, в моменте открытия. Ведь не случайно тот же Apple кладет вот, там наклеечки какие-то, да. Сам процесс открытия iPhone, он является каким-то интересным, каким-то очень памятным моментом в нашей жизни. Вот здесь такого, ну, так не наблюдается, потому что нечего открывать, нечего смотреть. То есть здесь нет ни благодарственных, ни магнитов, ни какой-то информации, которая помогла вам собрать, например, если у вас возникли вопросы. Здесь вот у нас наклейка, напоминать, где вы купили, и уголочки. Кстати, уголочки почти такие же, как у нас. Только у нас здесь, ну, я покажу, потом сравню, да, чтобы не быть голословным. Уголочки, они были в блистере, это прикольно. Я позже сравню их с нашими, объясню, в чем разница. Давайте теперь вскрывать сам набор. Так, распаковали. Это у нас, кстати, обыкновенная стрейч-пленка. Ну, то есть это не бабл, ничего, да. То есть здесь, видимо, акцент надежности в отправке будет именно стоять на коробке, да. Ну и вот на идее с уголками, которые до сих пор, честно скажу, я стараюсь не придираться, но я не совсем понимаю функционалы. Давайте теперь смотреть сам набор. Ребята классно делают то, что кладут картинкой вниз. Да, мы делаем такую же модель, это удобно. И потом, если вдруг будет повреждение все-таки через коробку, сам набор не повредится. Здесь мы заказали вот такой набор. Честно скажу, мы не смотрели, что заказывали, и придираться к картинке, конечно же, не будем. Надеюсь. Вот. Но вот такая картинка. Комбинация, ну, как комбинация. Вот. Набор фото, вернее, набор, говорю. Это у нас фотопластик. Это, по-моему, тройка. Ну, вот Леша скажет, он всегда лучше это знает. Ну да, по-моему. По-моему, тройка. Ну, может быть, четверка, но, по-моему, тройка. И размер там, по-моему, 40 где-то, да, наверное? Да, это размер то ли 35, то ли 40. Объясню, я не хочу на это давить, но просто заказывали не мы, а заказывал наш менеджер, поэтому
этих моментов мы не учитывали, нам важно было именно посмотреть и показать вам. Меня смущает то, что вот у нас два уголочка, например, на наборах из фотокартона. И суть в том, что вот эти две стенки из фотокартона, ну это одна стенка, да, и вам, по сути, нужно вставить только в уголочке вот эти вот крепежи. А здесь я, кажется, я догадываюсь, но не уверен, что это правильная идея. Мы потом еще зайдем к ребятам на страницу, посмотрим, если что, подзапишем. Ну, короче, по-моему, должно быть вот так. Уголки не обрабатываются, да, и, соответственно, ты не сможешь сразу же вставить, поэтому надо лишнее срезать. Кстати, пока не забыл, это, конечно, я слишком ехидный, потому что, но, в общем, я заходил на страницу, как раз вчера или позавчера, на страницу девушки, которая продает эти фоны, и меня заблокировали. Я просто сегодня заходил проверить информацию, ну, просто там ВКонтакте теперь, когда ты заходишь куда-то в паблик, тебе потом, чтобы... Оно, короче, у тебя теперь отмечается, кто вот заходит по группам, смотрит, оно все отмечается, теперь я не могу зайти. Я, короче, пытался зайти, теперь не могу. Так, в черном списке, бывает. Короче, здесь я собрал вообще абы как, то есть это не самое главное, не обращайте на это внимания, то есть это не наша цель. Мне только хотелось понять, как собирать. Так, пытаемся собрать, да, короче, смотрится фигово, потому что понятно, что я собираю что-то не так. Я думаю, надо оставить верх, низ убрать. А низ, с одной какой-нибудь стороны закрепить. Вот, типа вот так? Типа вот так, да, поставить. Ага. Просто мне эта мысль пришла первая в голову, но я думаю, дали два уголка, соответственно, надо реализовать два. Короче, коротко резюмирую. Короче, если бы здесь была инструкция, да, эти вопросы не возникали. Инструкции нет, поэтому возникают вопросы. Либо здесь мало уголков дали, то есть один точно должен быть сверху, чтобы эта конструкция не разваливалась, но и тогда два сюда. Либо просто два сюда, но тогда непонятно, как эта часть будет крепиться. То есть вот смотрите, например, раз, правильно же, да, делал? Да. Допустим. Повторюсь, не смотрите на картинку, она поставлена просто, чтобы стояла. Да? Я не смотрел, как там рисунок должен выглядеть, это не важно в данном случае. Вот, и мы ставим, и что у нас, да, то есть у нас разваливается теперь вверх. Но уголка вы видели сами, уголка 2, поэтому, Саша, могу тебя попросить принести один уголок? У нас вот маленькие уголки есть. Кстати, уголки мы сейчас стали делать меньше, во-первых, это дешевле в производстве, а во-вторых, они очень мило выглядят в форме. Не скажу, в какой форме, сейчас увидите сами, пускай это будет немного милости в нашу программу. Ага, второй. Пускай вот так. Да, короче, они просто удобнее и меньше места занимают, поэтому раз, два. То есть как будто здесь не хватает вот этого уголка третьего, но я повторюсь, я зайду на страницу Сашиного аккаунта и посмотрю с ее аккаунта, может быть, там как-то это по-другому собирается. Да, кстати, Кстати, наши уголки как будто для вот этих фонов сделаны, потому что они даже прочнее сидят. Алексей, твое резюмирование, чтобы я опять скажу, что я был это... Надо отходить от цены, от стоимости. Тут размер меньше. Ой-ой-ой, там что-то вообще вылезло. Но ты же не можешь закрепить ее. Вот я пальцами сейчас придерживаю. От цены, да, он дешевле будет. Он дешевле будет, но не дешевле картона, к которому, к слову, у вас не будет этой проблемы, потому что мы сейчас, немножко поменяв конструкцию картонных фонов, сделали так, что он вообще без уголков собирается. То есть мы сделали крылышки, которые есть вот здесь, два крылышка, вот здесь крылышко и здесь, и то же самое есть на фонах. И упираясь эти крылышки друг в друга, с этой проблемой больше не столкнетесь. Так что мы их вообще вовсе не вводим сейчас. Повторюсь, для пластика они нам и так не нужны. Короче, как-то предвзято получилось, особенно после той информации, что меня заблокировали. Но, правда, стараемся объективно. Иногда меня Алексей грозит кулаком, говорит, что я не объективен. Но сегодня стараюсь. Так, и, наверное, все. Так, эту красоту, кстати говоря, кто еще не подписан на нас в Инстаграм, ссылка будет где, Алексей? В каком углу? Вот здесь будет ссылка. Вы переходите туда и подписывайтесь на нас в Инстаграм. Дальше что? Дальше там будут розыгрыши, и мы вот эти фоны разыграем среди наших подписчиков. Разыграем только среди тех, кто будет участвовать в самом прямом эфире. Так что следите за нами, мы обязательно разыграем их, потому что, а что нам с ними делать, спрашивается. Так, Если-то мы уже разыграли. Если-то мы уже разыграли. Я забыл. Короче, ладно, есть секретная информация. Мы же заказали 4 фона, и в прошлый раз мы разыграли... первые два, вот эти два вторых, да, а там первые два, мы их разыграли, но
Я не знаю, это совпадение или нет, но по ним никто не написал из подписчиков. Ну, просто не было тех, кто выиграл. Мы сами, как вы знаете, мы не пишем первые, да, что типа, ой, заберите свой подарок. Ну, как-то это не по-нашенски. Поэтому мы их, наверное, разыграем в следующий раз, когда у нас будет розыгрыш 5 фотофонов, а 2 других, вот эти вот 2 чужих, мы разыграем как раз-таки только среди тех, кто будет участвовать в прямом эфире. Второй набор. Поехали. Блин, ну я в предвкушении. Что ж там за вкусненькое такое? Так, коробка почти схожа с нашей большой коробкой. Такие мы используем для двойных наборов. То есть, когда клиент заказал 2, ну максимум 3. 3 еще тоже можно использовать. Вот. Мне всегда, вот, когда я вижу такие коробки, вернее, такую обмотку, у меня всегда один вопрос, даже не к отправителю, а к почте. Как почта допускает такое? То есть, почему одним можно так отправлять, другим нельзя? Ну, то есть, вот нам за это, нам бы уже по ушам дали. Потому что, ну, да, я покажу. Ну, то есть, вот, да, неаккуратно в несколько слоев напахано, а нам, например, говорят нельзя. То есть, это говорит о том, что разные стандарты у почты. Либо они есть, либо они не соблюдаются. Кстати, на наше счастье, нам не надо разбирать весь фон. Так. Вот эта упаковка. Ну, это на самом деле вообще супер круто упаковано. Тут, понимаешь, во-первых, сам картон, это довольно толстый, это 3, но даже если он разобьется, здесь уголки, сделанные из Алексей материал. Пенополистирол. Пенополистирол, да. Из него когда-то мы делали первые фотофоны, первые модели. Алды, достать платки. Так, а здесь у нас... Так, я думал, что это за звук, а это у нас оказались... как они называются, друзья? Эти, как канцелярские скрепки. Ага, все понятненько. Так, вроде 2, да. 2. Так, коробку убираем. Коробка, правда, хорошая, плотная. Учитывая не всегда наличие аккуратности у транспортных компаний, это нет-нет, да и пригодится. Так, ну что, собираем сперва скрепки, оттягиваем момент фона, потому что, мне кажется, он совсем вкусный. Ну, правда, судя по тому, как он упакован, он очень хороший. Да, это клеено, то есть здесь видно, что собран уголок, в нем специально проведена борозда, в нее вставляется пластик 5, и, соответственно, вот так вот все получается. Ну, неплохо, правда, неплохо. Так, ну вот он, пенополистирол. Здесь помимо того, что вот мы, например, используем только бабл-пленку, но, правда, потолще, а здесь используются помимо бабл-пленки уголки. Мы, честно скажу, мы очень хотели их внедрить, но понятно, что все зависит от объема. Иногда очень неудобно, имея объем, заниматься ими, потому что это отдельная морока на сотрудника. И более того, на количество это всегда очень сложно собирать. Да? Одно дело, когда отправить там 10 наборов, а другое дело 50-100 наборов. Поэтому мы взяли другим, мы просто усилили коробку и, в общем, с такой проблемой не сталкивались. Так, ну а метровые мы упаковываем, я как-нибудь покажу видео, как мы упаковываем метровые, это прям вообще бомба. У нас есть просто видео, но оно для сотрудников, надо будет отснять отдельно для тех, кто хочет приобрести именно метровый фон, но боится, что что-то с ним будет не так. Тут квест целый открыть. И в хорошем смысле квест, я не хочу сказать, что это плохо, но это прикольно. Так, ух, ёшки-матрёшки, Алексей, что это за материал? Пенокартон. Пенокартон, точно. Те, кто с нами давно, помнят, что первые фотофоны, фотофон 2.0 делали как раз из пенокартона. Его особенность в том, что он легче, он тоже не особо боится воды, то есть вот здесь вообще видно, какой толстый материал. Кстати, даже лучше того, что мы использовали. Это потом еще рассмотрим этот момент. Вот, но минус в том, что он довольно хрупкий. Именно поэтому такая сильная упаковка. То есть я сперва не понимал, просто повторюсь, я не знаю, из чего они придут. Это на самом деле такой заказ вслепую, потому что я не запрашивал информацию у Елены, нашего менеджера. Как бы пришло и пришло. Надо открыть, посмотреть. Вот. Упаковано, правда, круто, но теперь явно понятно, ясна причина почему. Он реально тяжелый. Вот без шуток, он вот прям, ну типа для пенокартона, который на самом деле должен быть убер легким, он тяжелый. Тут, возможно, мы потом спросим на производстве, но вот эта пластиковая, вероятно, подложка, да? Или нет, Алексей? Ну да, тут какая-то она пластиковая. картон, да? с пластиком. Да, то есть это вообще какой-то комбо. Да, вот я ножом провожу, и я вот его просто как бы проминаю. То есть не...
Короче, это какой-то новый картон, мы потом спросим обязательно. Собирается он также без пазов. Почему-то не прижилась идея с пазами, которую придумал Алексей. Вот, но тем не менее, а мы чего? Мы рады. Вот мы видим картинку. Я хотел уже придраться к царапине, но это не царапина, а соринка. Картинки. Качество картинки не очень, да, то есть видно, что вот эту конкретно взяли, не самую хорошую. Вот это отличное качество, здесь доска тоже не придраться, но вот здесь качество размытое и не совсем понятно, не совсем ясна композиция. Вот, но это может быть субъективно, да, если это берут охотно, да, то тогда, наверное, претензий здесь быть не может. Ну, плюс-минус он собирается так, расположение стенок, опять же, мне не особо интересно, потому что какая разница. Теперь вопрос главный, как это собрать, господа? Есть мысли? Я просто не совсем понимаю, что с этим будет. Нет, ну без шуток, я не знаю. Так, короче, я напомню, что во всем наборе, в обоих наборах из тех, что мы разобрали сейчас, нет инструкции. Это видео снимается не для того, чтобы кого-то здесь, да, почморить. Видео снимается, для клиента, который будет покупать и будет понимать более-менее, что он купил. Второе – это сравнить рынок, понять вообще, что есть интересненького. Ну и третье – это понять, как собирается. Вот как собирается, даже мы не знаем, потому что мы с фонами, помимо Фотофон 2.0, мы еще с очень давних времен занимаемся фонами, а именно, Алексей, твой третий курс – это у нас что? 17-й год. 17-го года. То есть, ну, как бы сегодня 21-го. Я похоже придумал. Алексей похоже придумал. Давай, глаголь. Давай, поставь фон сначала 3 стеночки. 3 стеночки. Давай. Кстати, это не так-то просто, потому что их никак не закрепить. Ну, то есть, вот, а уголок ставь туда. Куда? Вот, где у тебя угол вот тут. Все, вот так. Да, и одну прищепку с одной, другую с другой. Все, да, я понял. Ну, кстати, теперь ясна мне причина. Вот так, да? Ну, кстати, даже второй, наверное, будет не особо нужен. Ладно, мы сделаем уже. То есть тут хотя бы мы разобрались с тем, как это делать, в отличие от предыдущего нашего обозреваемого товарища. Вот. Ну, давайте сделаем. Так. Ну, первое, на что хочется обратить внимание, если вы фотографируете, допустим... Почему-то на пятиэтажку обратил внимание и кирпичную стену вот тут вот. Вот здесь? Да, тут, по-моему, белье сушится. Ладно, да, не предвзято. Да, не предвзято, помню. Значит, первое, на что хочется обратить внимание. Фиг с ним с картинкой, фиг с ним с бельем и пятиэтажкой, и хрущевочкой старой доброй варламовской. Обращаешь внимание на то, что когда ты будешь, вот у нас часто у клиентов, а могу ли я его перенести? А я фоткаю вот здесь, но мне надо перенести там, потому что освещение или еще что-то. Могу ли я его двигать? Ну вот здесь, если вы поставите изделие, я очень сомневаюсь, что девушка, фотографирующая свой тортик, который она потратила там часы на его изготовление, будет двигать эту конструкцию, зная, что вот это все вот сейчас может либо на торт, либо на пол все разбиться. Ну вот с этим фоном 100% там можно 2 торта делать для страховки. Ну вот этот то же самое. Да, он прочнее за счет того, что он такой более такой крепкий, да, там пластик, все дела. Ну, все равно это не та история, чтобы вы взяли там передвинули. Потом, во всех наборах, как я уже сказал ранее, нет инструкции. Вы не разберетесь самостоятельно, если просто не будете экспериментировать. Я вот фигу придумал вот с этим уголком, я почему-то думал, что его как-то снизу надо подкрепить. Третье. В использовании нам часто прилетает за то, что у вас 50 на 50, а нам не хватает 50 на 50. Друзья, вот здесь 50 на 50 не будет уже, потому что здесь 2 сантиметра съедено. И причем это у нас 40 на 40. То есть это совсем для чего-то маленького, да, ну типа кукла, но высотой не более там 20 сантиметров. Это если это 40 на 40, я, кстати, могу ошибаться, надо еще проверить. То есть, ну, не знаю, правда. Ну, и потом, ладно, уже качество, но это последняя вещь, но тем не менее, да, качество картинки можно было взять получше. Вот, у меня такое резюмирование по этим 2 фонам. Алексей, что у тебя? Наверное, уголки, да, они мнутся. Вот. Хотя, нет, тут они меньше мнутся, чем на нашем. Да, у нас потому что был пена-картон, а здесь, наверное, пена-пластик. Я не знаю правильно название материала, но... Короче, здесь пластик, бутерброд из пластика, а посередине картон. Это делается для облегчения и для создания объема. Ну, здесь он, наверное, не погнется, но свои минусы. Он очень тяжелый, он нифига не будет легче. То есть
В соотношении вот пластиковый фон стоит у нас, у него толщина будет вдвое меньше, да, может быть плюс-минус. Но тем не менее он будет легче. Вопрос, зачем использовать здесь этот материал, если объем становится больше и вес становится больше, да, то есть вы здесь не выигрываете. Вот как раз таки с пенокартона мы делали так, чтобы это было дешевле и чтобы при отправке, это самое главное, было дешевле. То есть там часто от веса идет, а не от объема. Правда, я не узнавал стоимости, не хочется придумывать, не хочется врать. Если интересно, напишите, а мы у Лены спросим у Лены и напишем вам по стоимости этих фонов. А вдруг кто уже знает, напишите вы стоимости этих двух красавцев. Один точно с Ярославля, второй точно не знаю. Ну вот, кстати, идентификационным знаком была единственная наклеечка. Вот, наверное, все. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм, в котором мы часто разыгрываем фоны. Совсем скоро мы родим с Алексеем идею того, как нам работать в YouTube и, наконец, разыграть тут 10 фонов. Поэтому вам все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк этому видео и совсем скоро ждать вестей по поводу розыгрыша. Все, всем пока, с вами были Фотофон 2.0. Ставьте фотофоны, делайте что там. На колокольчик нажимайте. Да, короче, колокольчик, все дела, и мы будем вас ждать в новом видео. Пока-пока.